Здравствуйте. Здравствуйте. Мир вам! И вам мир вашему дому. Спасибо. Вот так вот нас снова встречают. Мы снова в этих краях. И как мы вам обещали в предыдущем выпуске, сегодня мы снимем уникальный выпуск про парение в печи. Как это делали наши предки. И этот выпуск еще интересен будет тем, что ушло примерно около полугода для того, чтобы найти реальную печь, в которой можно реально попариться. Я отдавал клич по различным областям нашей страны. По северу это Республика Карелия. Да, дороги здесь, конечно, такие прям хорошие. Едем со скоростью 10 км в час, но тем не менее. Калужская область, Урал и, к сожалению, Тверская область. Никто не мог мне сказать, где находится печка. И во время съемки с Натальей Травницей выпуска про веники и травы оказалось, что у ее родителей стоит такая печь. Здравствуйте. Здрасте. Попробуем. Боярышник. Но, как мы и обещали, мы вернулись. Хотим все-таки людям показать, как это было по-настоящему. А то все говорят, но никто по-настоящему не видел. Я сначала предлагаю рассказать нашим зрителям в целом про печь. То есть вроде бы печь и простая, но с другой стороны она и непростая. Вот расскажите в целом вообще вот про эту печку. Я смотрю, у вас здесь две печи на кухне находятся, соединенные трубой. Такое я не видел. До 60-го года раньше у нас в другой деревне не было бань. Мылись все поголовно в печи. В 60-м году, когда дом сгорел, переехали сюда, мать сюда переехала. Мне детство вспомнилось, думаю, русская печа. Вот вдвоем с печником мы тут побольше сделали. В дождливую погоду придешь, на печке полежать, никакая болезнь не берет, ничего. Получается то, что та маленькая печь, это для приготовления еды. И когда в зимний период, сильные морозы, утром, как мать скотина была, там натопит большую печь, еду приготовит. А на ночь вечером такую маленькую лежанку у нас называют. Лежанка для приготовления пищи. Вот эта плита, тут чугунки ставятся, кастрюлька готовит пищу. И для тепла предназначена. 3 оборота. Дым идет так, 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 так. 5 оборотов делают дымоход вверх, перекрывается вот так вот. Вертикально. То есть ей можно дымоход сделать вертикально и горизонтально. Сюда закладываются дрова, как обычно тоже, и поддувало открывается для тяги. Вот вы называете ту маленькую печку лежанкой. Лежанку, да. Да. А это как вы называете? Русская печка. Русская печка. Да. Потому что в моем понимании все-таки было то, что лежанка это именно та печка, типа вот этой печи, на которую можно залезть и полежать. Многие говорят о том, что там вот я сделал какую-то купольную, например, баню, как по типу русской печи. Но я не нашел ни одного ни ролика, никакой информации, чтобы как-то вот кто-то показал, да, как это все-таки было. Потому что мне бабушка тоже рассказывала про такую печь. Утром ступит печь, так, сегодня будем мыться вечером. Соломенный матрас, специально такой простеганный был, длинная солома, сушили. И нитками, веревочками привязано, постель. Туда 2 чугуна ставили. Один чугун с холодной водой, другой с горячей. Внизу корыто, куда вода стекает. Мы вот с братом на 2 года постарше меня, маленькие были, оба залезем туда. И измажешься весь, специально там сажи. Да. Нарисуешь что-нибудь. Да, да. И вылезаешь оттуда. Ведро воды теплой. И во двор, не на улицу, ведро на себя. Когда женщина моется, нас в сторону, а мы подглядывали, хохочем. Интересно. Да. Именно как помыться, то есть не было задачи там погреться, попариться. Нет, только мы. Какая температура примерно вот была? Больше часа не усидишь. Больше часа не усидишь. Да. Вот весь распарится, с тебя пот течет. То есть распаришься в любом случае. Да, пот течет, и в задницу уже горячо, начинаешь ездить. Мягкое, тепло, приятное. Вылезаешь весь распаренный. Истопили и залезать или все-таки топили заранее? Нет. Утром натопит пожарче, часов 8-9 утра, а уже часов 6-7 вечера мыться.
подостынет, соответственно, и Ну уже да. можно туда залезать. Да. Залезали как бы и вот сразу начинали мыться? Или все-таки вот там Не-не, полежать, вот потомиться? залезаешь аккуратненько, чтобы Ага. это, Да, 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 да. не испачкаться и Ага. всего. Там разворачивался, садишься на корточки, Да. сидишь на корточке, чугун слева, чугун справа, холодный. А тут тазик. Тут начинаешь голову вымыть. И обычно один заход, да, был, то есть не Ну там. да. А какая-то была поочередность, например, там то, что там первым, например, там условно моется там глава семьи, потом там кто-то Не, вот дальше. мы без отца жили. Мгм. У нас как-то сначала нас, ребятишки, ребятишки да, сначала. а в конце уже мать. Она Ага. тушно так кряхтит, залезет, ой, сядь измажется, ой. Ну, залезает там, переворачивается, сидит как-то. И оттуда уже на четвереньках выползает. А чем мыли волосы? Мыли хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло. Да. Ну, кусок хозяйственного мыла, и вот голову намылишь, и все мылом мылись. А мочалка какая-нибудь? Обыкновенно, по-моему, кукурузные какие-то были. Кукурузные. Усы Да, эти кукурузные. усы, Да, да, да. да. А вот мочалки что, голову вымоешь этим мылом, так потрёсся, ну, спину друг другу потрёшь, и все. У меня бабушка рассказывала то, что они золой мыли волосы. То, что, например, там мыла не было, и вот брали, делали мыло какой-то... хозяйственное такое настоящее было. Да, понятно, да. Из костей его варили. Да, 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 не то, что сейчас. Ну да, как-то. не химия. А расскажите, пожалуйста, непосредственно вот об устройстве печи, как она топится, куда уходит Ну, дым. вот это шесток, туда вот открывается и закрываешь, чтобы тепло не уходило. Закладываются дрова туда. Так сначала 2 полена, а потом поперек и домиком, Мгм. чтобы не развалилось. Внизу лучинку, или там бересту поджигаешь, потом кочергой туда двигаешь дальше. Задвигаешь, ага. Да. Открываешь вот эту задвижку. Печка складывается домиком, там дымоход, и сюда. Вот через эту трубу, задвижку, и там обязательно боров делается. Не прямой дымоход, Да. а вот так вот боров и Да. уже стоят. Ну, боров где-то поросенок его называют. Ну да, поросенок вот это вот называется. Барабан, поросенок называют. Когда синего огонька нет уже в угле, Синего огонька. синенький не идет. Да. Синенький это угарный. Кочергой берешь, вот так вот все это загребаешь В одну сторону. в одну сторону. И готовить там что-то кушать. И... Ну да, кто хозяйка чугунки ставит, там все прочее. Закрываешь трубу вот эту, когда уже огня нет. И весь жар идет сюда. А на ночь уже вот это заслонку закрываешь, она печка сама уже все стенки прогревается для тепла. Ну вот получается, да, большое пространство. Я думаю, то, что там мне, в принципе, я и присесть смогу, и развернуться смогу без проблем. И, значит, здесь происходит у нас горение, а уже дым у нас выходит вот сюда. Друзья, викторина. Кто скажет первым, для чего это отверстие в печи и почему здесь рисочка и здесь рисочка, для чего это сделано, тому я подарю набор чаев от Паровара. Раз печь уже натоплена, вы так ночью, да, я так понимаю, ее топили? Я смотрю там, в принципе, Ну, на ночь довольно-таки, сегодня чуть-чуть утром. Ага. То, если позволите, то Ну, да. хотелось бы попробовать Пожалуйста. свои Да. ощущения Мне передать самому зрителям. интересно будет, детство вспомню. Что мы тогда сейчас делаем? Сначала открыть трубу, чтобы все уходило, это сажа, все это. Метлой заметем, угли выметим. Ставим чугун туда, наливаем горячей воды, застилаем солому или что там, сено. И вперед. И полез. Аромат, конечно, прекрасный. Попахивает немножко дымком и запах сена. Мне даже немножечко не верится, то, что я лежу в печи и, в принципе, осуществил такую свою небольшую мечту. Стенки очень горячие. Ну, как бы, не то, что прям можно сразу же прижечься, но долго не подержишь, особенно потолок. И такое мягкое, очень приятное тепло.
как и должно быть, скажем так. Вот такой тут кирпич. Обратите внимание на кладку. Выложена вот таким вот образом. Практически здесь даже нету смеси. Раньше, видимо, здесь была глина. Соответственно, полусводом сделано. То есть сразу видно, делал профессиональный мастер. Этой печи около 30 лет, представляете, друзья? И она вот в таком вот состоянии. Закрывайте, я как раз хотел поспать. Вот я немножечко здесь и посплю. Вот так. Примерно минут 20 здесь нахожусь. Думал сначала, что не буду потеть. Но сейчас видно то, что я уже полностью весь мокрый. И это уж точно не конденсат, это точно пот. Приятный прогрев, приятное потение. Вот, не хочется выходить. Как говорят, как у мамы в животе. Ну вот, наверное, да, действительно. Я уже не помню, как было у мамы в животе. Но очень сравнимо. Именно по какому-то очень мягкому, домашнему, уютному теплу. Температура невысокая, я думаю, что она где-то порядка 40-45 градусов. Влажность естественная. Прислонил ноги для того, чтобы погреть вот сюда, к кирпичам. Кирпичи теплые, внизу они теплые, а вверху они горячие. Внизу вот можно прислонить. Как только я прислонил ножки к кирпичам, сразу же процесс потоотделения пошел значительно быстрее, ножки прогрелись. А так очень комфортно. Пространство довольно-таки замкнутое. Вот, но в целом очень даже классно. Еще хочу обратить внимание на потолок. То есть вот я сижу, и потолка ровно достаточно для того, чтобы сидеть. Я думаю, что это не просто так. Ох, внизу горячие кирпичи, очень горячие. Без соломы я бы здесь поджарился. Сделал бы яичницу без сковороды. Получается, что если я сюда продвигаюсь, то здесь минимум еще один мужчина может сесть. А так, в принципе, и даже, наверное, 3 человека. Ну, втроем уже будет тесновато, но вдвоем здесь будет абсолютно нормально и комфортно. Ну что, хозяин Иван, сейчас тебе чугунок подадим с веничком. Нахожусь я тут минут 30, наверное. Первые несколько минут мне казалось, что все пропало. Тепла не будет, ну тепло вроде, да, ну как бы особо эффекта нету. Но когда закрыли все, и вот это тепло стало не аккумулироваться внутри, а не выходить снаружи, во-первых, температура кирпичей сразу же изменилась, на которых я лежал. То есть сначала до этих кирпичей можно было нормально дотрагиваться, и я думал, что они нехорошо прогреты. А когда это тепло начало выходить из кирпичей, сразу стало понятно, что мои ноги и спина хорошо прогреваются. Через 10 минут с меня полило. Причем полило, ну не как вот обычно, да, в бане, то есть там первая реакция это конденсат, а именно вот такой вот хороший соленый пот. Я прислонил руки, ноги к стенкам, наверное, черно немножко, вот, и вот начал греть свои конечности, и буквально несколько минут, все, я понимал, что жар хороший, сильный, прогрев идет капитальный, спинка прогревается, бедра прогреваются, вот, руки, ноги, понял, что эффект есть. Вот вы говорили то, что час были, но час, наверное, мне даже вот при такой температуре, ну, будет довольно-таки тяжеловато. То есть, конечно, хочется подышать, выйти, как-то холодной водичкой сполоснуться. Поэтому в целом очень здорово. И в какой-то момент я даже немножко задремал, вот, ну, думал об эксперименте, переживал то, что не нагреюсь. В общем, в итоге я весь мокрый, вот, льет с меня, как говорится, как с мыши, поэтому хочется продолжить эксперимент. Немножко я подышал, теперь попарюсь вот этим вот небольшим березовым веничком, подышу этим ароматом, вот, и после этого им в целом помоюсь и выйду на улицу. Хотел бы вылить на себя ведерко прохладной водицы для того, чтобы немножко остудиться. Поэтому в целом очень здорово, очень мягко, очень тепло. И если говорить про микроклимат, то в идеале, конечно, вот такой тут и микроклимат должен быть в парной. И вот я здесь, когда как раз задремал, решил после этого включить камеру и вот сравнил, как вот сравнивают с материнским утробом.
Я уже не помню, конечно, как в материнском утробе, но, наверное, где-то на генетическом уровне можно что-то сравнить вот с таким вот мягким, теплым восприятием, плюс вот эти ароматы сена и ароматы дымка, они дают вот особое такое тут состояние вот, и неги. Ой, хорошо. Ой. Хорошо так, что ничего и комментировать не хочется. Как я обычно там кричу «Ура!». Нет, это другая история, это без ура. Это просто вот такой мягкий удовольствие. Очень здорово. О, благодарствую. Мыло хоть и хозяйственное, не хозяйственное, хозяйственное, 72%. Во как. Мыло-то хозяйственное, 72%. Да, все как полагается. Вот это, ребята, впечатление. Это впечатление на всю жизнь. Да. Уж будет что и детям, и внукам показать, как вот раньше было. Потому что я искал, но так нигде и не нашел. Чтобы вот реально прям показали, как и чего, весь процесс. О, черная нога. И здесь черная нога. Ох, какие ноги черные. Ой, как прекрасно-то. Выходить вообще не хочется. То есть то состояние, когда ты понимаешь, что ты находишься в таком вот душевно правильном состоянии, в лоне. Здесь тепло, все закрыто, безопасно. То есть такой вот приятный психологический эффект. Эмбрион в маме. Да, эмбрион в утробе матери. Я себя таким карапузом ощущаю. 4-5-летним там, или 3-летним карапузом. Вот я сижу в этой печи, может быть какая-то генетическая память поднимается, не знаю. Но я понимаю, что я это уже когда-то делал, и это очень приятно. То есть это на уровне воспоминаний, хотя никогда, конечно, я в такой печи и не парился, и не мылся. Ну что же, есть водиться сполоснуться на улице. Вылезание. Но можно сказать, что С легким паром. с новым рождением, как будто заново родился. Ну вот видно, как от меня парит. Я сам себя поздравляю с новым рождением. Сам того не ведая, я думаю, что я совершил целый обряд. Я поздравляю себя с очередным витком своей новой, счастливой, гармоничной и здоровой жизни. Уа! 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 Действительно, как заново родился. Все, вот теперь я понимаю, что такое заново родился. До этого, сколько я раз ходил в баню, такого состояния у меня не было. И это все по-другому. Здесь нечто особенное. Очень хотелось бы воссоздать такую печь, для того, чтобы вот давать попробовать людям, что это такое. Это, друзья, очень глубоко. Это значительно больше, чем просто сходить попариться и помыться. Это значительно больше. После печки, как говорится, пропариться, обычно раньше ставят самовар. Самовар обязательно должен обвешать баранками, с ушками, чтобы висело для красоты. И чай пьют всегда в блюдечко, чтобы слышали все. Что, как дед говорил, говорит, глаза, говорит, видят, а уши не слышат. Надо обязательно так приклюк, чтобы и уши участвовали. А знаете, на самом деле, когда вот пытались разобраться, почему люди так пили чай, по двум причинам. Первое, это если это очень горячий чай, то очень быстро остужается, да, то есть вы вместе с подачей чая в рот, у вас попадает воздух, который остужает. Это первое. И второе, если это действительно ароматный, хороший чай, то происходит раскрытие этого букета, и вы ощущаете во рту этот чай значительно ярче, чем если бы вы просто бы пили бы его глотками. Ну что, я вас благодарю за этот теплый прием.
Это действительно уникальный опыт. Я не предполагал, что он будет настолько интересным. То состояние, которое я испытал, мне бы хотелось бы его повторить. Вот, поэтому я постараюсь, возможно, воссоздать такую печь и дать возможность людям приезжать, париться в такой печи. Друзья, если вам было бы интересно, вот как услугу, например, съездить попариться в такой печи, то оставляйте в комментариях свои пожелания. Интересно было бы это сделать или неинтересно. Мне важно ваше мнение. Если наберется достаточное количество заинтересованных лиц, то у меня в комплексе есть как раз место, где стоит просто печка-лежанка. И вместо нее, я думаю, что мог бы сложить вот такую-то печь, в которой можно будет и реально попариться. И сделать из этого не просто какое-то парение, а определенный ритуал. Потому что даже... Лечебное. Да, и лечебный, да, в том числе. Потому что не планировали никаких особых ритуальных действий, но ритуал, он сам по себе, обряд случился. Вот, я это почувствовал, хотя никакого сакрального смысла мы это не закладывали. Благодарю вас за предоставленную возможность. Рады Вот. были. Да, дорогого стоит, печку искали очень долго, вот, и действительно печка очень хорошая. Детство вспомнить. Ну что, еще раз благодарю вас Рада вас встретить. за теплый прием. Уж Да. извините, как получилось, так получилось. Получилось все просто на высшем уровне, вот, и самое главное с ощущениями. Всех благ, до свидания и всего самого наилучшего. Друзья, с вами был Андрей Паровар. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Это уникальное парение в русской печи. Оставляйте в своих комментариях, хотелось бы вам так попариться, либо, может быть, вы уже так парились. Мне хотелось бы найти таких же людей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, и вы узнаете все секреты пара от Паровара. И не забывайте покупать мои рубашки и чай. Пока!